Привет, друзья! Сегодня в Германии обсуждают закон о новой военной службе с зарплатой более 2000 евро. И уже известно, когда начнутся первые проверки призывников. Но это лишь часть событий. В правительственной коалиции нарастают серьезные разногласия, которые могут привести к неожиданным шагам. Экономисты предупреждают, немецкая промышленность теряет позиции из-за растущих издержек, а во Франции политический кризис уже вызывает тревогу у бизнеса Германии. Не обошлось и без громких заявлений. Бодо Рамилов вновь напомнил о решении Ангелы Меркель в 2015 году и вызвал бурную реакцию. Есть и хорошие новости. Расширяется железнодорожное сообщение с Польшей, появились новые ночные маршруты. А в автомобильной индустрии назревают крупные кадровые перестановки. Подробно разберу все эти темы, оставайтесь до конца и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить главное. Итак, правительство Германии вместе с Фридрихом Мерцем приняло законопроект о создании новой военной службы. Этот законопроект должен предоставить юридическую основу для привлечения молодых людей через добровольную и более привлекательную форму службы. Ожидается, что служба начнется на добровольной основе и будет мотивирована более высоким окладом, предполагающим около внимания 2300 евро на руки в месяц. Обязательная медицинская проверка солдат-призывников, моделирование пригодности планируется начать в 2027 году, при этом сначала будут приглашены около 15 тысяч человек. Закон также предусматривает введение учета молодых людей. Молодых мужчин обязуют отвечать на вопросы о готовности и возможности пройти службу, при этом участие женщин возможно на добровольной основе. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал инициативу важным сигналом готовности действовать и укреплять оборону, подчеркнув воспитательную роль службы, изменить отношения и мотивировать молодых людей принять на себя ответственность. Министр обороны Борис Писториус, в свою очередь, счел шаг огромным продвижением вперед, акцентировал внимание на необходимости устойчивых и долгосрочных перемен, изменяющих менталитет молодежи. Первостепенная цель – это постепенно увеличить резервные силы. Стране нужно примерно 80 тысяч дополнительно активных военных. По оценкам НАТО, оптимальной численностью считается 260 тысяч человек в действующей армии, включая резервистов. В то же время повторное введение обязательной службы в мирное время не планируется, но оговорены условия, при которых такой шаг может понадобиться. Если добровольцев окажется недостаточно, парламент может принять решение о возвращении обязательной военной службы. А дальше новость о конфликте в черно-красной коалиции. Отмечается, что отношения между двумя ключевыми партнерами коалиции ХДС-ХСС и Социал-демократическая партия Германии заметно ухудшаются. И внутри одной из партий всерьез размышляется о разрыве сотрудничества. Такое решение несет в себе значительные риски, но может принести и выигрыш для лидера, обладающего доверием внутри своей фракции. Во-первых, подобный шаг ввел бы на сцену более конструктивную конкуренцию, заставив оппонентов либо предлагать реальное решение, либо открыто показаться разрушительным. Во-вторых, это могло бы помочь лидеру реализовать давно намеченные реформы, которые сейчас блокируются в силу компромиссов, затягивающихся каких-то решений важных вопросов. В-третьих, это уже само обсуждение возможности формирования правительства меньшинства без текущего партнера может дисциплинировать нынешнего союзника и ослабить его позицию блокирующего. Таким образом, лидер вновь становится активным игроком, а не тем, кто ведется решениями других. Несмотря на привлекательность этих преимуществ, эксперты подчеркивают, что этот путь связан с серьезными рисками. Нестабильная политическая ситуация, сложности с прохождением ключевых законов и неопределенность на ближайшую перспективу. Тем не менее, сейчас внутри партии обсуждаются именно такие далеко идущие сценарии, как шаг, способный вернуть инициативу, которой лидер был лишен в условиях текущего взаимодействия. А дальше новости статистики о себестоимости продукции Германии. Недавнее исследование института показало, что текущие производственные трудозатраты в промышленности Германии заметно превышают средний уровень среди ведущих индустриальных государств. По данным, за прошлый год рабочие затраты на единицу продукции оказались выше примерно, внимание, на 22% по сравнению с 27 другими странами, а также на 15% выше, чем в среднем по еврозоне. Только в нескольких странах, таких как Дания и Бельгия, ситуация выглядит дороже. Главным фактором роста затрат стали ускоренное повышение заработной платы и недостаток квалифицированных специалистов. Хотя производительность в промышленной сфере все еще остается выше среднего,
этого недостаточно, чтобы компенсировать высокий уровень издержек. За период с 2018 по 2024 год цена труда на единицу добавленной стоимости, внимание, выросла на 18%, в то время как реальная добавленная стоимость, показатель эффективности экономии, сократилась. Среди причин эксперты называют демографические изменения в Германии, нестабильность в деловой сфере, рост социальных отчислений и усиливающуюся конкуренцию со стороны стран, быстро развивающих технологии. Вывод исследования однозначен. Без структурных изменений в социальных системах и повышения эффективности производства сохраняется риск дальнейшей деградации промышленного сектора и утраты конкурентных преимуществ. А теперь новость, которая вызывает обеспокоенность в Германии. Во Франции разгорается политический кризис, который уже встревожил немецкий бизнес. Премьер-министр страны оказался под угрозой отставки. В парламенте готовится голосование о доверии. Поводом стало решение правительства сократить бюджет, чтобы снизить огромный государственный долг. Оппозиция настроена решительно. 3 крупные партии заявили, что не поддержат премьер-министра. Это может парализовать работу правительства и ударить по экономике страны. Немецкие компании переживают, ведь Франция – один из главных торговых партнеров. Экономисты предупреждают, если кризис затянется, это отразится на совместных проектах и инвестициях. Бизнес уже называет ситуацию тревожной. А дальше еще интереснее. Бодо Рамелов, бывший премьер-министр Тюрингии и нынешний вице-президент Бундестага, выразил высокое уважение к решению Ангелы Меркель оставить границы открытыми в сентябре 2015 года. Он подчеркнул, что тогда страна находилась в чрезвычайной ситуации, а канцлеру пришлось принять историческое решение в условиях, которые не могли быть драматичнее. По словам Рамелова, когда тысячи беженцев шли по автомагистрали в сторону Германии, Меркель взяла на себя огромную ответственность, за что он и сегодня испытывает глубокое уважение. Политик также раскритиковал радикальные силы, которые сделали приезжих главным врагом. Он напомнил, что некоторые даже предлагали применить жесткие меры на границе, что, по его словам, выглядело недопустимым. Рамелов вспомнил и свой личный опыт. 5 сентября 2015 года на вокзал в Заальфельде прибыл поезд с почти 570 людьми. Цитата: «У нас было всего несколько часов, чтобы организовать встречу. Ситуация была напряженной, не хватало сил правопорядка, а я пришел, чтобы поддержать волонтеров и избежать возможных провокаций», рассказал он. Тогда он произнес фразу, которую ему до сих пор припоминают радикалы: «Это самый счастливый день в моей жизни». И еще важная новость для жителей Германии. С декабря значительно расширится железнодорожное сообщение между Германией и Польшей. Вместо нынешних 11 будут осуществляться 17 прямых поездов в обе стороны, что стало ответом на резко выросший спрос на поездки между странами. В числе нововведений это дополнительно 7-е парное сообщение между столицами. Поезда пойдут в 2-часовом интервале, что сделает путь приятным и удобным. Время в пути составляет, внимание, около 5 часов. Новая дневная линейка пройдет из Лейпцига через Вроцлав до Кракова. 2 рейса ежедневно в обе стороны. Один из них будет начинаться или заканчиваться в Перемышле на границе с Украиной. Это не только укрепит связи с индустриально значимыми регионами юга Польши, но и впервые обеспечит прямое железнодорожное сообщение до приграничного города. Для жителей юга Германии из Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта поездка до Вроцлава станет быстрее. Благодаря удобным пересадкам в Лейпциге время пути сократится примерно на 2 часа. Кроме того, станции в Северной Саксонии, включая Хемниц и Дрезден, получат более комфортное транспортное сообщение. И что, ночные автобусы заменяют ночные поезда? Нет, наоборот, появятся ночные поезда. Евросити отправится из Берлина через Вроцлав и Краков до Перемишля, а также через Лодзь и Варшаву до Холма. И самое главное, все новшества вступят в силу при переходе на зимнее расписание 14 декабря 2025 года. И это еще не все. Оливер Блюме, глава крупного автомобильного концерна, возможно, скоро прекратит руководство дочерним брендом, чтобы сосредоточиться исключительно на управлении концерном. Сейчас активно ведется поиск нового руководителя для спортивного бренда Porsche. В обсуждении участвует Блюме, глава наблюдательного совета, представители владельческих семей и профсоюза. Ожидается, что решение объявят осенью, а кадровые изменения будут осуществляться к началу следующего года.
Блюме возглавлял упомянутый бренд уже 10 лет и стал руководителем концерна 3 года назад. Акционеры критикуют такое совмещение должностей, называя риск конфликта интересов. Сам Блюме неоднократно отмечал, что такая двойная роль временная, но точной даты прекращения не называл. Добавляя давление и сложная экономическая ситуация, бизнес дочерней компании Porsche страдает из-за слабого спроса на новые модели, в том числе электромобили, трудности на зарубежных рынках и высоких импортных пошлин. Это вызвало падение прибыли и стоимости акций. Инвесторы требуют, чтобы Блюме сосредоточился на спасении концерна, а не распылялся на две крупные компании сразу. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.